Всем привет! В этом видео мы рассмотрим, как найти дубликаты файлов на компьютере. Причем не только по названию, но и по содержимому. Это особенно важно, так как многие программы ограничиваются поиском по имени или расширению. Для этой задачи отлично подойдет бесплатная программа с открытым исходным кодом DubGuru. Она проста в использовании, поддерживает Windows, Linux и macOS и идеально подходит как для новичков, так и для опытных пользователей. Ссылку на сайт с программой вы найдете в описании под видео. Для начала скачайте программу, щелкнув на используемую операционную систему. После скачивания установите ее. Установка простая, можно ничего не выбирать. Просто подтверждаете или нажимаете «Далее». После того, как вы установите программу, запустите ее из меню «Пуск». Когда программа откроется, вам нужно будет добавить папки или целые диски, которые вы хотите сканировать на наличие дубликатов. Для этого нажмите на кнопку в виде плюса и выберите нужную директорию на компьютере. Например, можно добавить папку «Документы» или «Картинки». Или выбрать целый диск, если вы хотите провести более глубокий поиск. Но не стоит указывать системный диск, так как найдется много дублированных системных файлов, которые не стоит удалять. Я для примера добавлю папки «Рабочий стол» и «Загрузки», так как в них я разместил несколько дублирующихся файлов. При этом можно указать и одну папку, так тоже все будет работать. После того, как вы добавите все нужные папки, в верхней части окна программы вы можете найти несколько опций, которые позволяют настроить параметры сканирования. Вы можете выбрать, что именно сравнивать: содержимое файла, только имена файлов или папки. Также здесь можно выбрать, что искать: все файлы, музыку или рисунки. Еще тут есть дополнительные параметры для более точной настройки поиска. Например, если вам нужно искать файлы определенных размеров, можно указать это в фильтрах. Я, кстати, уберу ограничения по размеру, так как если не уберу, то некоторые мои примеры не будут найдены. Когда все настройки сделаны, нажмите кнопку «Сканировать». Программа начнет проверку добавленных папок и дисков на наличие дубликатов. В зависимости от объема данных этот процесс может занять некоторое время, так что не переживайте, если сканирование затянется. После того, как сканирование завершится, вы увидите результаты поиска. На экране появятся найденные дубликаты. В таблице будет название файла, путь к файлу, размер и процентное совпадение с другим файлом. Если вы хотите сравнить два файла, просто дважды щелкните на один из них, и программа откроет его, чтобы вы могли убедиться, что файлы действительно одинаковые. С правой стороны экрана отображается размер файлов и процент совпадения, который указывает, насколько точно файлы совпадают. Если процент совпадения 100%, значит файлы идентичны. Если вы хотите, вы можете изменить отображение результатов. Для этого нажмите на меню колонки и выберите нужное. Кроме того, программа позволяет выполнить различные действия с найденными дубликатами. Например, вы можете отметить файлы для удаления, перемещения или копирования. Для этого просто выберите нужный файл или несколько файлов. Затем выберите действие в верхней части экрана. Также есть возможность экспортировать результаты поиска в формат HTML и CSV. Для этого просто выберите нужный формат и место для сохранения файла. Экспорт позволяет вам получить список всех найденных дубликатов в таблице, что может быть полезно для дальнейшей работы. Также стоит отметить, в случае поиска по содержимому, программа не будет находить файлы с одинаковыми именами, но разным содержимым. Так что на это стоит обратить внимание при поиске дубликатов. Если нужно найти файлы с одинаковыми именами, то ищите по именам. Если вам нужно еще освободить систему от мусора, посмотрите ролик про удаление ненужных файлов с компьютера. Ссылку на него вы сможете найти в описании. Спасибо за просмотр. Если вы нашли это видео полезным или интересным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Увидимся в следующем видео. Пока.